Всем огромный привет! Рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Сегодня я буквально подключусь ненадолго, просто хочу показать вам готовые результаты и пойти дальше работать. Я выполнила заказ на погремушку и грызунок в таких же оттенках, как и выполняла до этого. Это заказ с Озона. Получается, третий набор выполнен в таких же оттенках. Вот теперь меня смущает то, что у меня скоро закончатся лошадки, буквально осталось 2 штучки. А с Алиэкспресс я заказала и попала на их китайский Новый год. И получается, отгрузка товара мне пришлось ждать практически 13 дней, чтобы они отправили на почту. Помимо, пока они отправили, еще на почте у них лежал мой заказ дней 5. И получается, очень сильно задержалась на 2 недели. И придет аж только в начале марта, если не задержится. А у меня еще такой набор есть в розовых оттенках. Если начнут покупать, заказывать к 8 марта, то будет, конечно, проблема. У меня не хватит лошадок. А где купить в ближайшем месте в Краснодаре, я не знаю. Поэтому даже не знаю, как быть с этим моментом. Придется либо карточку убирать, но очень не хочется. Либо связать какой-нибудь другой набор. У меня есть 3 листочка. И связать и сфотографировать, переставить фотографии вместо лошадок листочки. Но это тоже надо делать уже новую карточку, потому что Озон не разрешает менять фотографии. Вот, потому что один товар, то люди, если запомнят, сохранят в вкладках, а там потом сохранено будет другое, то есть это типа нарушение. Вот, в общем, заказ выполнен. Сегодня как раз таки к часу понесу, чтобы его уже отправили. И дальше у меня связались 2 одинаковых оберега для собак. Я в предыдущем влоге показывала. Один я уже упаковала, вот, а второй я вам сейчас покажу более наглядно. Здесь размер 80 сантиметров окружность, то есть собака большая, и попросили сделать большой оберег, чтобы красиво все смотрелось, чтобы не в обтяжку, а немножко свисал. Получается, на все у меня ушло 50 грамм. Связала 7 ленточек, шнурочков, и сделала косичку. Здесь сделала вязаный жгутик, обвязала, соединила, чтобы было все красиво, и в такой вот бубончик. Мне надо еще связать один из 4 оттенков. Вот, тоже заказ уже сегодня-завтра отправится, чтобы не показывать его повторно. Уже сейчас хотела показать все готовые результаты. И хочу еще показать, над чем я сейчас работаю. Я хочу пополнить коллекцию своих игрушек, которые игрушки по одной схеме. У меня новый зверек. Сейчас вам покажу его. Я думаю, по мордочке вы сейчас поймете. Схемка идентичная с маленькими зверятами, шапочка такая же схемка, сама голова, только единственное, я меняла размер крючков. 2 я вязала коричневый, светло-коричневый, а 2,25 я вязала темно-коричневый. Это пряжа полностью Газал джинс. Так, у меня связалось туловище полностью уже, связалась мордочка. И связались ушки. Мне осталось соединить. У нас идет строительство дома рядышком, поэтому извиняйте за звуки. Так, вот так. В общем, у меня все связалось, осталось только все соединить и оформить в мастер-класс. Мастер-класс также будет обычное описание ВКонтакте. Ссылочку на ВКонтакт-группу я оставлю. Такой админ чебурашка у меня получился. Конечно, вышивать это не мое. Я вышивала очень долго носик, ротик. Старалась, чтобы он такой получился миленький и улыбался. Но вроде как что-то симпатичное, да, и слепилось у меня. А бровки я сделала в стиле рококо. Вот. Чтобы они такие были фактурные. Так что скоро пополнение новой игрушки, чему я очень рада. Я хочу большую коллекцию игрушек по одной схемке, чтобы были разные. Вяжу я по образу, сразу говорю, не копию мультика там или игрушки, как положено, там маленькие лапки, пузика. Я вяжу только по образу. Вот. Так же, как и лунтика я вязала, и других зверят. Все только по образу. Единственное, что здесь еще сделаю пятнышко бежевенькое. Забыла связать. И все. Поэтому пойду дальше работать. Всем приятного просмотра и до новой связи.
Ой, привет! У нас дождик, ну снег, дождливая зима. Снега так и не было у нас в Краснодаре. Сейчас 3 февраля. Вот я иду с своего, так сказать, любимого местечка. Это куда я отправляю, точнее, куда я приношу свои последние заказы. Вот, отправила голубой наборчик, который я вам сегодня показывала утром. Все. Теперь пойду дальше вязать. Девочки, всем огромный привет. Хочу отснять свой готовый результат по поводу оберегов для собак. Да, я уже связала, и как раз перед отправкой маленький кусочек просто показываю своих готовых результатов, и все. Вот 2 радужных и 1 такой из 4 оттенков соединенных. 2 оттенка фиолетовый и 2 оттенка такой зелено-голубой. Все. Буду сейчас упаковывать и как раз таки уже на отправку. Всем привет! Сегодня новое подключение, и с последнего подключения, к сожалению, прошло очень большой промежуток времени прошел, и сегодня у нас уже 11 февраля. За эту неделю, которую я не снимала, прошло очень много всяких разных событий. В особенности у нас наконец-то выпал снег. В Краснодаре уже несколько дней лежит снег, чему дети очень рады, но я уже была готова встречать весну, последний месяц зимы и начало марта, праздников, тепла, птичек, гуляний по паркам, но нет. Все-таки зима решила прийти, и, к сожалению, весь февраль будет у нас снежный, обещают весь март быть снежным, и в итоге весна придет еще не скоро. И, наверное, все-таки будет и лето у нас холодное, так как все немножко сместилось. Ну, от этого никуда не деться, просто приходится приспосабливаться к нынешним обстоятельствам природы. В общем, и раз у нас выпал снег, уже несколько дней я начала вязать свитерок для своей собаки. Я, конечно же, вяжу и по чуть-чуть, буквально занимает это вечернее время, буквально часик и, может быть, чуть полчасика я повяжу перед сном, и все. И у меня уже такой процесс. Я надеюсь, я успею связать, пока еще будет снег, потому что когда Холли гуляет, она у нас гладкошерстная, после 10 минут гуляния по холоду она ее начинает трясти. Поэтому решила связать я такой вот свитерок. Этот мастер-класс я нашла на канале YouTube. Если кому интересно, я, конечно же, оставлю ссылочку. Там вяжется для маленькой собачки, но так как у нас порода немножко крупнее, здесь я просто сделала больше охват. Ну, там все в мастер-классе объясняется. Единственное, что я сделала большой ворот с подворотом, чтобы было намного теплее. И уже практически, можно сказать, что скоро закончу. Здесь я уже вывязала лапки дырочки для лапок, ну, вход для лапок, и вывязываю спинку. Там буквально чуть-чуть спинку, и пойдет на сужение, и все. А там уже быстрее, потому что много будет убавок. В общем, я все-таки надеюсь, что я успею связать. Вяжу это я все из пряжи Alize Lana Gold крючком номер 4. Вот. Такой вот у меня процесс. Я надеюсь, собачка будет рада моя. Дальше я вам показывала из последних моих процессов. Это был мастер-класс на чебурашку. Мне уже успели сделать такое небольшое замечание. Но это как цельный совет. У меня вышит носик неправильно, не как у чебурашки. Мне сказали, что уголок чебурашки должен быть вверх. А я просто по незнайке вывязала обычный треугольничек, и все. Но должен быть этот треугольничек смотреть вверх. А у меня смотрит вниз. Но так как мастер-класс уже был напечатан, естественно, я ничего не поменяю, но на будущее ВКонтакте я своим подписчикам обязательно написала, чтобы смотрели за этим, что носик должен быть вверх. Вот. Ну, для меня это не критично, детям моим тоже не критично. Эта чебурашка у нас остается дома, детки с ним играются. Ходили на фильм, всем тоже, все в восторге, всем понравилось. И вот теперь у нас живет такой маленький талисманчик чебурашка, так сказать. Вот так вот. Описание на этого чебурашка есть ВКонтакте, ссылочку я обязательно оставлю на свою группу. Там
15. Я недавно собирала все свои мастер-классы воедино, и на данный момент у меня 15 зверят, связаны по одной схемке. Я хочу много-много, повторяюсь, таких игрушек разных. Уже написала себе список. И буду очень стараться, что каждую неделю будет выходить новый мастер-класс по таким схемкам. Вот, сейчас я активно буду вязать зверят, мишек и оленят. Мне осталось чуть-чуть, и хочу отдать уже этот заказ, потому что он уже затягивается практически на 3-й месяц. Декабрь, январь и февраль. И прям уже совсем стыдно, надо довязать. Поэтому следующий вязовлог тоже выйдет где-то недельки через 2. Но мне надо связать этот заказ, чтобы совсем уже не было стыдно перед заказчицей. Вот. И хотела показать, писали, как я упаковываю игрушки для магазина Озон. У меня вот на данный момент упакован, да, товар, но без этикетки, потому что не отправляется. В самом пакетике у меня товар упакован в пупырчатую пленку. По бокам я делаю степлером, но сейчас я, конечно, отстегну. Почему-то я не подумала в этот момент, что я буду вам его показывать. Ладно, я так быстренько оторву, потом обратно приделаю. Внутри, ну здесь на 2 раза заматываю, показываю вам, что обмотано на 2 раза. Внутри сам уже товар. И как раз таки новая игрушка, которую я хочу вам показать. Вот. А внутри вот так вот пакетик, открыточки, как ухаживать за погремушками и визитка. Вот у меня буквально на днях связалась вот такая вот погремушка. Это пряжа также Казал джинс, и получается с одного мотка у меня связался чебурашка и вот такая вот погремушка. Я давно уже наблюдала за такими погремушками, мне нравится такой формат. Единственное, что я подобрала просто схемку для себя, вывязала для себя, как мне удобно, как мне нравится, какая толщина. Вязала крючком я все 2,25. Вот эти бирочки, которые я покупала осенью, по-моему, либо летом, уже не помню, они очень сюда хорошо подошли. У меня оттенки золотого и серебряного, как раз таки к темным оттенкам у меня будут золотые, а к светлым оттенкам будут серебряные. Хочу таких разных мишуток навязать, разных мишуток, разных зверят по этой схемке. Мне нравится этот формат погремушки, и заодно посмотреть, какой будет спрос на них. Вот. На эту погремушку у меня ушло примерно где-то 20, если на чебурашку ушло чуть больше половины, 27-28, ну да, 23-22 грамма ушло на этого медведя. Чуть-чуть граммов ушло бежевого оттенка, тоже Казал джинс, и все, и наполнитель. Внутри погремушка и 2 буковых колечка. А таких вот колечек у меня очень много. Это диаметр 4,5 мм. Я долго не знала, куда их можно приделать, потому что они на обычных погремушках смотрятся громоздко. Обычно я использую 3 сантиметра 3,5, а здесь 4,5. И вот вроде как сюда смотрится прикольно этот размер, и как раз таки будет возможность их использовать, потому что у меня их больше 100 штук. И надо вязать. И вот такая погремушка-развивайка получается. Здесь у меня иногда такую сделано с любовью, открытку ложу, либо бирочку хэндмейд. И здесь на обычных А4 листах, и здесь визитка и уход. Такие вещи обычно люди выкидывают, потому что, чтобы сильно не тратиться, ну, понятно, что на плотной бумаге красивее смотрится, но это все потом летит в мусорку. Так что вот так вот. Так, это я потом упакую. А заодно хотела вам показать, какая корзина у меня уже связана мишек и оленят. Здесь просто огромное количество, я еще не считала. И немножко за кадром начаты некоторые позиции. Я начала вязать, поэтому хочу уже быстрее закончить и получить свою денежку. И на этой недельке у меня еще была продажа. У меня купился набор оленят. Я вам вставлю фотографию. Погремушка, держатель для пустышки и грызуночек. Этот набор уедет в Вологду.
Это тот же заказчик забрал из наличия, который покупал у меня, заказывал у меня обереги для собачек. И как раз таки, говорит, спросили, родилась племянница и какой-нибудь подарок для девочки. Я предложила все варианты и выбрали оленяшек. Вот, они уехали. И как раз таки есть повод связать еще один набор. А по поводу мастер-класса, немножко остановился этот процесс. Сейчас я тоже буду им заниматься вечерами. Основное время будет уходить на мишек-оленят. И вечерами буду вязать игрушки. Еще один новый у меня же был связан набор. Я забыла показать сейчас. Мне хотелось связать что-нибудь для мальчика. Набор-то у меня в основном для девочек. И буквально один набор там синенький. И решила связать для мальчика в виде мишки. Связалась у меня такая погремушка. Единственное, что здесь я еще не убрала ниточку, не спрятала. Вот такой вот грызунок. Погремушка. И к нему я связала грызунок. Но изначально я связала вот этого вот маленького мишку. Я планировала его использовать для мастер-класса, держать для пустышки, только в виде мальчика в шортиках, потому что все в юбочках, девочка в юбочке, олененок в юбочке. И для мальчиков тоже как бы нужно уделять время. И связала такого медведя по схемке всех, только в шортиках. И что-то меня переклинило, решила его добавить в сам грызунок. Вот, связала такой грызунок. Единственное, здесь пропустила буковую бусинку. Но я потом это добавлю, когда буду отправлять. Если вдруг закажут. На фотографии только уже заметила, когда выставила на Озоне. Вот, связался такой вот мишка в пару. И решила сделать, что это будет у меня грызунок такой с игрушкой. Связала такой дополнительный аксессуар в виде листочка. Он внутри шуршалка. И решила сделать, что это будет у меня набор. А для мастер-класса держателя пустышки будет связан новый мишка. Вот. Вот так вот. Да, вроде на этом у меня все. Все свои готовые результаты я вам показала, свои процессы, рассказала, что и как. Сегодня еще повяжу. Если будет время вечером, обязательно отсниму. Сегодня суббота и воскресенье, завтра уже выложу этот влог. Все. Всем приятного дальнейшего просмотра. И встретимся. Я очень надеюсь, что встретимся еще разочек. Такое вечернее подключение. Сейчас, ну как вечернее, сейчас без 26. Я как раз таки довязала еще одного мишку в набор для заказа. И мне пришел заказ на такой набор олененка. Вот. Один у меня уехал. Вот сейчас заказали. Это по Краснодару. Будут забирать из дома. Я как раз таки вот подготовила деревянную фурнитуру, начну с обвязывания бусинок и как раз таки отправила фотографию выбрать, какой держатель будем делать для пустышки. Такие более подходящие для девочки, ну слоник это так, на любителя. У меня есть еще динозаврик, но это уже больше как для мальчика. Вот. Все подготовила, сейчас буду обвязывать бусинки, потому что мне нужно и для грызунка обвязать, и для держателя для пустышки. Вот. Обещала сделать в течение 3 дней. Ну, сегодня я не считала этот день, числа 14, что будет готов, но постараюсь, что сделаю пораньше. Вот как раз таки сегодня говорила в вязовлоге, да, днем, что нужно как раз навязать для наличия этот наборчик. И как раз вечером мне его заказывают. Вот, на самом деле он действительно такой нежный, приятный, красивый. Как раз вот на подарок или себе на рождение ребенка вот так вот купить, подарить. Конечно, очень красиво. А если кто вяжет, то может сам связать. По поводу мастер-класса будет. Погремушка будет бесплатная. Грызуночек, я думаю, все смогут такое сделать. Единственное, что платный мастер-класс будет это на держатели для пустышек. Их будет разновидности. Поэтому цена будет небольшая, но видов будет разные. Я делаю, надо немножко подождать. Хотя я уже говорила, что нужно немножко подождать, а прошла уже неделя. Ну, я очень сильно стараюсь. Но по возможности, конечно же, я выполняю вперед заказы. Вот. Ладно, пойду вязать. Что успею за сегодня еще связать, я вам обязательно покажу. Может, успею что-нибудь сделать из готового результата. Пока начало положенного.
пока начало положено, буду вязать. Я тут сижу, я связала грызунок уже, осталось его оформить и связать к нему розочку. И знаете, что я поняла? Что у меня закончились маленькие бусинки. Вот такие вот маленькие бусинки диаметром 12 миллиметров. Я их использую для держателя пустышки. А у меня заказ, а у меня 2 штучки. Посмотрела в ближайшем магазине у нас рядом с домом. Там продаются, но они лакированные. Мне такие не подходят. А ближайшая доставка на Валбересе будет числа 15, а заказ нужно отдать 14. Ладно, с этой ситуации я думаю как-нибудь выкручусь. У меня есть что распустить. А когда придут новые бусинки, я могу там дооформить. Вот. Хочу сказать, что эти бусинки я заказывала раньше по 127 рублей, 50 штук, 12 миллиметров. Сейчас они 207 рублей. 207 рублей, 12 миллиметров, 50 штук. А за 300 там с копеечками я покупала 16 миллиметров, 100 штук. Вот такая вот разница. Блин, и, честно говоря, жаба душит, но я понимаю, что надо. Надо. Надо будет найти, может быть, где-нибудь в другом месте поискать, купить, потому что такие маленькие бусинки в некоторых моментах очень нужны. Вот. Девушка, кстати, выбрала держатель сердечко. Еще целый вечер. Сейчас у меня без 20:12. Я вяжу, пока детей уложила спать, пока то все. И вот занимаюсь заказом. Я думаю, сегодня я этот я уже связала. И сегодня начну, наверное, погремушку, либо держатель. В общем, не знаю, что пойдет по настроению. Ну, конечно, насчет бусинок я, конечно, расстроилась. Я вроде как решила перейти на крупные бусинки, а потом поняла, что маленькие бусинки-то тоже нужны. Хоть они и не всегда актуальны, их не обвязывать, но они очень подходят хорошо для держателя. Вот. Здесь у меня, конечно, в разброс. Здесь у меня как-то рассыпались все бусинки по всей комнате. Их ползала, собирала, но еще не перебрала их по ячеечкам. И я не помню, говорила я или нет, недавно я заказала себе бусинки 20 миллиметров, 2 сантиметра. Раньше я использовала в держателях 2,5 серединка, 18-16. А сейчас я использую также вот 2,5, 2 сантиметра, 18, а 16 у меня теперь без обвязки посерединке. Так они более крупненько смотрятся, более так презентабельно. Вот. Заказывала за 900 рублей 200 штук. По-моему, я говорила, да, такая фраза, такая, знаете, знакомая. Такое ощущение, что я уже говорила вам. Ну, в общем, еще раз повторюсь, что 2 сантиметра очень красиво смотрится в обвязке. Все, пойду дальше вязать. До встречи. У меня тут такой бардак. Уже почти 3 часа ночи. Я собираюсь идти спать и как раз таки показать вам результат на сегодняшний вечер. У меня связался грызунок полностью. Такая вот розочка связалась. Вот. И уже навязала розочки для погремушки, для держателя, для пустышки, пару ушек, мордочку, листочки. И буду продолжать это уже в новом вязовлоге. А на сегодня я вам говорю спокойной ночи. И всем пока, до нового вязовлога. Если вам понравился этот вязовлог, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Также переходите в группу ВКонтакте. Там есть много маленьких мастер-классов. И там в основном вся информация самая первая. И до новых встреч. Все, пока.